Всем привет! Я Зуролк, ну или, по крайней мере, отзываюсь на Зуролк. Я же Акипару, я же Шадуфи. Это первое разговорное видео на моем канале, так что я хотела рассказать о чем-то особенном. Проект, о котором я вам расскажу, встретил довольно невезучие обстоятельства, свидетелем которых мне пришлось стать. Ведь ни много ни мало я была ответственна за большую часть творческой работы. Я говорю о Nevertale. Эта игра является одной из множества альтернативных вселенных по Undertale, созданная моим хорошим другом Ксенгби, или же Зедом. История создания Nevertale полна взлетов и подъемов, но давайте я начну с того, что вообще дало жизнь проекту, а именно, как я вообще встретила Зеда. Nevertale. Игру, которую создавал мой друг. Жаль, что она отменена. Все началось с сообщения от Зеда. До этого мы пересекались в общем чате фанатов Hardbound. На тот момент я имела славу одного из художников для канала Morty-Seek, который занимался продвижением этой игры в ру-сегменте. Я даже поучаствовала вроде в конкурсе от автора игры, и он написал мне довольно мило с его стороны. Я просто хотела похвастаться. Зед попросил меня прислать один из рисунков, а потом и вообще сделал заказ. С этого момента мы изредка обменивались «Привет, как дела?», пока он не рассказал мне о своем проекте Nevertale. Моим самым первым вкладом в проект был титульный экран с Ink и Error Sans, вместе с фризкой с самого Nevertale по центру. Он не использован в финальной версии из-за правок в сюжете, благодаря которым крови Nevertale'ского никаких Сансов там больше не было. Кстати, об этом. В изначальной версии сюжета задумывался поклон в сторону альтернативной вселенной Дантекрис, который Зед задумывал отослать игру в конечном итоге. Я уже была поглощена энтузиазмом и азартом, когда Зед попросил меня нарисовать самый первый спрайт-фриск. Несмотря на технические неполадки, кое-как у меня получилось его сделать, но потом произошло нечто незапланированное. В один день Зед прислал мне грустные новости. Он хотел закрыть Nevertale из-за того, что ушел основной художник, и я сильно напряглась в этот момент. Ведь я рисовала на условиях, что меня упомянут в титрах, когда игра выйдет, но в этот знаменательный момент ко мне спустилась идея. Что если я нарисую спрайт? Зед, как мне сейчас кажется, смутился в тот момент, однако я быстро приступила к работе. Так появилась первая версия Nevertale, где присутствовали мои спрайты. Мы начали довольно часто созваниваться в Дискорде, и как-то раз Зед спросил у меня, не против ли я пообщаться с Миличем, как он тогда его представлял другом. Да-да, тем самым. Потом выяснилось, что он был прошлым художником Nevertale, и тут я начала напрягаться. Виной этому прошлый опыт общения с друзьями друзей, с которыми общение вообще не выходило. Но внезапно все прошло хорошо, и мы начали созваниваться втроем. Хай. Ну, Зет победил. О, Куда? Что? С процессом в самом разгаре мы начали кардинально менять сюжет. О нем я расскажу немного позже. Так появились новые Ториэль, Азриэль, Циклоп-младший и остальные. В какой-то момент я загорелась идеей найти музыкантов к нам в команду, и нашла. Маленький канал с ремиксами Дельтаруна и оригинальными песнями. Акимун. Именно она написала нам большинство саундтреков.
Она любезно согласилась нам помочь, но из-за разногласий мы позже разошлись. Я хочу извиниться перед ней, потому что тогда я забыла, что не все работают в таком же темпе, как и я. Ну, раз такие пироги, то я также хочу извиниться перед Зедом. Думаю, я надавила на всех участников проекта, что было очень эгоистично с моей стороны. Кстати, во время работы над Невертэйлом Зеду постоянно писал какой-то Blueberry Sans и вел себя очень заинтересованно в игре в целом. Вплоть до того, что становился надоедливым. Именно в это время я начала слушать о каком-то Мреле. Но хватит об этом. Время мне рассказать вам о сюжете Невертейла и его не вошедших фичах. Начнем! Тут будут спойлеры того, что в игре, и того, что мы никогда не увидим, по крайней мере в контексте игры. Так что, если вы хотите ознакомиться с игрой сами, я оставила вам ссылку в описании. А если оно у вас не скачивается, то эта часть видео как раз для этого. Мы начинаем наш рассказ с того, что Фриск просыпается на куче цветов, которые, возможно, спасли ее от падения. Но Фриск встает, оглядывается и натыкается на дикого циклопа, нашего первого врага. Разобравшись с циклопом, она натыкается на циклопа-младшего, который потерялся и, не узнав Фриск человека, попросил о помощи. Она соглашается и приводит его к циклопу-старшему. В случае, если мы его не доведем, отец не освободит нам дорогу. В небольшой роще после деревни циклопов она встречает Ториэль, которая крайне удивлена присутствием Фриск, и с энтузиазмом, но небольшой халатностью показывает Фриск руины. Но в комнате с манекеном ей кто-то звонит, и она торопится уйти, предупредив нас о том, чтобы мы не выходили из комнаты. Вся комната довольно обшарпанная и подпеченная, что создает впечатление, что в ней упорно тренировали. Конечно же, мы ослушаемся Ториэль и идем расследовать руины, вследствие чего мы случайно находим ее дом, перед которым Фриск видит незнакомого молодого монстра, который замечает ее и убегает в дом. Фриск постучала в дверь дома, в который убежал незнакомец, и тут из нее выскакивает Ториэль, обеспокоенная безопасностью Фриск. Молодым монстром оказывается ее сын, Азриэль, после знакомства с которым Ториэль приглашает нас к столу. Во время трапезы Ториэль задает нам пару вопросов, после которых Фриск славливает приход, в котором понимает, что ничего не помнит, разве что свое имя. Ториэль замечает состояние Фриск и прекращает опрос. Наказав Азриэлю показать Фриск дом, они осматриваются и в итоге выходят из дома. Прогулку спустя Азриэль предлагает Фриск посмотреть на его небольшой сад. После презентации его хобби Азриэль дарит Фриск желтую розу. Кстати, случайно оказалось, что на языке цветов желтая роза означает дружбу и зависть, что идеально подходит лол. Сразу после этого мы видим кат-сцену с неразборчивым текстом и неизвестным силуэтом. Это был сон Фриск. Она выходит из комнаты и натыкается на Ториэль, которая сильно удивляется, что Фриск не спит. На этот раз Фриск опрашивает Ториэль, почему вы обо мне заботитесь и все такое. Разговор сворачивает не в то русло, когда Фриск начинает навязчиво уговаривать Ториэль и случайно будет Азриэля. Фриск быстро вводит его в курс дела, а Азриэль уже загорелся идеей. Уже раздраженная Ториэль решает доказать им обоим, что они не готовы идти в подземелье сами, и начинается стандартный босс-файт. Разумеется, мы побеждаем, и с грустной улыбкой на лице Ториэль соглашается нас отпустить. Она отводит нас в комнату с вратами и убирает магический замок, но перед тем, как отправиться, дает старый меч Азриэлю. Так Фриск и Азриэль покидают руины. По пути к выходу, пока Азриэль выражает его радость, Фриск замечает что-то за спиной, но там уже пусто. Они выходят на ту самую дорожку, где их пугает странный силуэт со спины, и выясняется, что это Санс! Сенс? На этом заканчивается первая глава Невертейла, а это значит, что время рассказать вам, что же должно было быть дальше. Фриск и Азриэль насторожены насчет незнакомца, но Санс объясняет, что он не враг, и настоятельно рекомендует как-нибудь замаскироваться. Ведь в последнее время все обозлились и, вероятно, попробуют украсть Азриэля, чтобы получить выкуп от короля, а с Фриск могут чего и похуже сделать. Сноуден больше походит на заброшенную деревню, но некоторые знакомые лица бы там присутствовали, включая кое-кого нового. Разговор прервал незнакомец в доспехах. После забавного троллинга от Санса он уходит. Главные герои спросили, кто это, и выяснилось, что это один из членов Королевской стражи, которого определили сюда после какого-то случая. Ловушкер. Вся эта локация проходит со столкновениями с ловушкером, пока он не начинает битву. После окончания битвы прибегает какой-то маленький монстрик, похожий на Зефирку. Выясняется, что это младшая сестра Ловушкера. Зефирка просит его вернуться домой, ведь он не отдыхал несколько дней. Ловушкер отвечает на это грубо и холодно. Но сцену прерывает Санс, которого взбесило, как Ловушкер обращается со своей сестрой. Санс в гневе говорит о важности момента с близкими и что никто не гарантирует, что завтра что-то не случится. Так общаться с родными не простить. А дальше вообще сочный момент.
Ты знаешь, что здесь произошло? Почему тебя послали служить сюда? Ну, здесь был какой-то особо опасный человек, и какой-то монстр погиб. Какой-то монстр? Какой-то монстр? Для тебя он генерал. Ловушкер проникается словами Санса и уходит со своей сестрой домой. Санс удаляется без слов, но перед уходом Азриэль говорит Фриск, что они должны сходить проверить Санса. Они находят его рядом с большой могилой неподалеку и вежливо просят рассказать, что произошло. Один из упавших людей был убийцей в бегах, и ему в кавычках повезло оказаться в подземелье. В те времена Папайрус активно искал способ поступить в королевскую стражу, и когда он услышал об особо опасном человеке, конечно же ему пришло в голову непременно поймать его. Санс постоянно сопровождал Папайруса, и однажды они таки наткнулись на маньяка. Никто из братьев не подозревал беды, пока битва не вышла из-под контроля. Папайрус получил удар, несовместимый с жизнью, а Санс травму, которая чуть ее у него не отобрала. В итоге этого упыря обезвредила Андайн, потеряв глаз в процессе, а Папайрус получил посмертный орден и звание. Санс выжил чудом, но его склеенный череп не давал ему покоя, так что с тех пор он носит на голове платок. После болючего рассказа Азриэль помещает, что он и Туриэль не видели, как падал маньяк, так что входов в гору должно быть гораздо больше. На этой ноте Фриск и Азриэль прощаются с Санс. На выходе из Снодина они натыкаются на странный живой цветок. Азриэль пытается его подозвать, но тот быстро сбегает. Потому что это странно, они решают не думать и идут дальше. Дальше идет Waterfall. В большинстве своем Андайн ведет себя похоже с оригиналом, но очень заметна ее неуверенность. Она всегда стремится к идеалу, поэтому относится к себе довольно критично. Также у нее сильное заикание, особенно когда она испытывает сильные эмоции. Мы не успели особо поработать над Waterfall'ом и Хотландом и остальными локациями, так что вплоть до концовки пойдут наши сюжетные наметки. В первые же секунды в Хотланде нас замечает Альфис и заставляет нас проходить ловушку. Рядом крутится Метатон, и похоже для Альфиса он просто инструмент для слежки за происходящим и немного ведущий испытаний. Так продолжается, пока мы не доходим до конца локации, где Метатон заявляет Альфе, что устал от ее рутины и ходит к себе лучшего отношения. Он трансформируется в Метатона X и говорит Фриск и Азриэлю, что их битва привлечет к нему много внимания, и она станет легендарной. Битва продолжается, пока у него не садятся батареи. Альфис впервые выбегает вживую и проверяет Метатона. Пока она ведет монолог о том, что ей стоило быть мягче, Азриэль и Фриск незаметно уходят на следующую локацию. По-быстрому пройдя ядро, перед ними возникает мозг замку и табличка, что он на ремонте. После острого комментария о том, что в ближайшие лет 10 его не починят, они находят временный мост, который их не выдерживает. Длинное падение спустя, Азриэль понимает, что он один, и слышит новости о том, что поймали человека, и скоро будет суд. В панике Азриэль бежит в первое же юридическое агентство. В те времена наша команда узнала про игру Ace Attorney, и этот сегмент задумывался как отсылка. В итоге Азриэль нанимает адвоката Беатрис, и у них успешно получается освободить Фриска. И вот они наконец-то в замке. Асгор удивлен и невероятно рад визиту Азриэля, но как-то заминается, когда видит Фриска. Асгор приглашает Азриэля и Фриска на застолье, после которого Асгор предлагает сходить проведать Аурума и Чару. Они идут в большой сад, где стоит красивая могила. После обмена фразами «сколько времени прошло» и длинного неловкого молчания, Асгор говорит Азриэлю и Фриск расположиться в покоях и вздремнуть. Они туда идут, и Азриэль решает, что сейчас самое время рассказать Фриск о том, что случилось. Очень давно у него был старший брат, Аурум. Он был сильным физически и очень вспыльчивым. И в один злополучный день к ним упала Чара. Первый человек в подземелье. Семья приняла ее как родную, в особенности Чара сдружилась с Аурумом. Это привело к тому, что Чара и Аурум начали задевать Азриэля, так что отношения у них были не очень. Чара и Аурум были смертельным дуэтом, поэтому бед от них бывало много. Так продолжалось до тех пор, пока Чара не узнала об отравляющих свойствах местного цветка и предложила Ауруму попробовать выйти из подземелья на поверхность и заставить людей открыть барьер. Аурум согласился, и они привели план в действие. Аурум поглотил душу Чары, и уже по пути их заметил Азриэль и попытался остановить. У Азриэля не было шансов. Слияние Аурума и Чары получило много глубоких ран. Они побежали обратно в подземелье и упали замертво прямо напротив Торили и Асгора, которых уже успел предупредить Азриэль. Больше они никогда не двигались. Фриск и Азриэль пытались заснуть, когда вдруг услышали шум. Загадочный цветок атаковал Асгора. Азриэль подмечает, что мы уже видели этот цветок, и внезапно он отвечает, что «Азриэль, ты всегда встаешь у меня на пути. Ненавижу!» Цветок достает человеческую душу, хранящуюся в капсуле. Азриэль предполагает, что это душа маньяка, и просит его остановиться, но цветок уже в деле. Фигура цветка начинает менять форму, и кривой силуэт становится похожим на Азриэля. На лице Азриэля застыл немой вопрос.
Но прежде чем тот успел что-то сказать, Аурум нагло заявил: «Отойди от человека. Ты знаешь, что с тобой произойдет, если откажешься». Азриэль уже с раздражением огрызает: «Ты не посмеешь!» Но Аурум запускает в Фриск какой-то магический снаряд, и все становится черным. Начинается катсцена. Мы видим, как два взрослых человека спорят о Фриск. Конкретно о ее адаптации в обществе и здоровье. Это ее родители. Один родитель говорит, что Фриск не вылечить, другой, что нужно продолжать. Фриск смотрит на свои руки. Они только начали синеть. Но резко видение сливается с другими воспоминаниями. Толкание, пинание, взгляды, облизывающие с головы до ног, так и хотящие сожрать. И последняя картина. Родители в раздельных комнатах. Она вспомнила легенду, таблички по пути и невероятную игру. Фриск приходит в сознании Аурума. Тот в самом разгаре битвы с Азриэлем. Аурум очень удивлен присутствию Фриска и начинает битву с ней. Спустя стандартные фразы по типу «тебе не победить» и прочее, Аурум говорит интересную вещь. Оказывается, он осознает, что он в игре и хочет сбежать, используя всю энергию от душ, что у него есть. И тут должен быть самый странный момент. Закадровый голос, который говорит, что мы что-то подобрали, прерывает Аурума и начинает жестко его троллить. Аурум с этого офигевает, но не верит до конца. Но потом голос такой: «Ты серьезно думаешь, что желание сбежать твоя воля? Все, что ты делаешь, было прописано нами». После этого сознания, что он не противостоит игре, а исполняет ее часть, Аурум славливает экзистенциальный кризис. Фриск ловит момент и просит Аурума, пока у него есть силы, сделать хотя бы дыру по двери. Он соглашается, и Фриск приходит в сознание в своем теле. Над ней уже сидел расплаканный Азриэль со Сгором. Заметив, что она очнулась, Азриэль быстро обнял Фриск. Но она почти его не слышала. Все ее внимание направлено на дыру в барьере. И титры! Идет нарезочка с разными персонажами там, но не спешите пролистывать. В сцене после титров мы видим, как Фриск подходит к какому-то дому, стучится, и оттуда выглядывает женщина из сна. Фу, это было большое приключение. Но, как очевидно, мы встретили трудности, которые все испортили. Помимо проблем, которые мы не можем исправить, у кого-то игра не запускается, у кого-то лагает, есть вещи, которые мы действительно могли исправить, но почему-то этого не сделали. Как, например, спрайты деревьев и лиан. Ну что это такое? Или сюжетные дыры. Откуда у Фриск телефон? Зачем это все было вообще? И это нормально, но больше всего мы пострадали от диванных критиков. Недолго после выпуска первой главы и провалом с Дантекрис, тот самый Блюбери отправил нам его видео с прохождением игры. Ой-ой-ой, это кто? Эмма-бой. А мы убегаем, потому что мы испугались Эмма-боя. Мы боимся Эмма-боя наших. Здорово. Опа. Чё? Фига заплатятся. Эмма-бой в 1 квадратный метр. Дитя, ты в порядке? Нет, у вас ребенок внутри застрял. Раз ты здесь, тогда я тебя познакомлю с моим сыном. У вас 2 сына. А может быть так и есть. 2 эмобоя. Сейчас это выглядит просто как скучное и несмешное говно, но тогда мы очень обиделись. Особенно Зед, потому что этот хлебушек посмел оскорбить абсолютно все, кроме моих странных спрайтов. Меня это очень разозлило, потому что никто не смеет оскорблять моих друзей. Но мы с Зедом поболтали и разошлись. Но вы не поверите, что этот САС сделал пару дней спустя. Значит, я открываю сообщение. Вижу, что он мне написал в ВК. Я, конечно, очень удивляюсь, но я подумала, может, извиниться хочет. Но нет, этому нахалу хватило уверенности попросить меня рисовать спрайт для его недоигры, причем за бесплатно. Мне еще никогда не было так приятно кому-то отказывать. Зовите меня стервой, но так и есть. Примерно в то же время сделал прохождение так называемый Мевка. То, что он сказал, уже на более обидном уровне, чем Блюбери. Нас это очень опустило, я имею в виду очень. Поэтому я представляю вам мою критику Мевки. Мы начинаем и, скорее всего, в этой же серии заканчиваем проходить Nevertale. По-моему, надо не смотреть просто на него, это было и в оригинальной игре.
Насколько я помню, я опять же не проходил ее, я проходил только Дельтаруну, потому что на Undertale у меня просто не было денег. Очень сильно отличается от первоисточника, никакого Флауи, никакой Ториль. Как я понял, это батя вот этого вот зеленого комка, с которым мы ходим, Майка Вазовский. Спрайт конкретно человека, он достаточно взрослый. То есть он явно не ребенок, как это было с Фриск из Undertale, и я не знаю, как будет прописан персонаж Ториэль на самом деле, то ну это взрослый ребенок, какой материнский инстинкт, простите, конечно, как меня все бесит, меня вечно называют голубым. Да, тоже меня это бесит на самом деле иногда в реальной жизни. Знаешь, подходит к тебе человек и говорит, ты голубой. Очень обидно, на самом деле. Великолепный тарантиновский, я бы сказал, да, диалог, ёбаный в рот. Посмотрите просто на это. Вот он. Вот он. Я вспомнил, наконец-то, что в Ториэль меня так напрягало. Я это еще не говорил, но меня что-то напрягало в Ториэль, и я вспомнил, что она теперь корова. Она размером, блядь, с дерева. Позволь мне представиться, меня зовут Ториэль. Нет, ты корова, а она коза. Ты не Ториэль. Damn boy, she's sick boy. Я так понимаю, художник или художница удовлетворял свои фантазии, дорисовал этого персонажа. Но у тебя есть опасные головки. Она не ведет нас за ручку, как оригинальная Ториэль. Смысл персонажа, который заключался именно в этом. Буквально имя это сокращенное туториал. Теперь буквально смысл этого персонажа потерян. И это Шутки шутками, но я не жалею о том, что произошло. Все трудности, все люди, которые вставали у меня на пути, все это научило меня новым вещам. Я очень рада, что я именно там, где я сейчас. Причина, по которой это видео вообще существует, это мои друзья. Зед, Милич, Мрел. Спасибо вам большое за то, что позволили мне получить этот опыт. Вы сделали мою жизнь лучше. И хоть у нас не получилось сделать полноценную игру, ничто мне не заменит вас. Спасибо за просмотр, ставьте лайки, подписывайтесь, если вам понравилось. А я прощаюсь с вами на этой радостной ноте. До следующего видео. Прекрасная игра, можно уходить.